Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет небольшое видео по теме странности для русского человека в США. Если вы собираетесь приехать в Америку, то будьте готовы к small talk. Если будете разговаривать с американцем, с любым американцем, то вас обязательно ждет это. На приветствие американца и вопроса «как дела?» обязательно отвечайте коротко и ясно. Не надо рассказывать о том, что вы делали целый день, просто отвечайте там «у меня все хорошо» и обязательно спросите его в ответ «а как у тебя дела?». Это просто вежливость. Не надо серьезно относиться к этому разговору, это просто small talk. Просто проявление вежливости. Второе. Если вы идете в русское кафе в Америке, то это обязательно тематика СССР. Кругом будут плакаты «Родина, мать зовет», «Гагарин», «Советский Союз». То есть у вас сложится ощущение, что вы попали именно в Советский Союз. Меня все время раздражало, почему Россия всегда ассоциируется у американцев с Советским Союзом. У нас же столько всего классного, у нас классная культура, у нас, не знаю, есть классные народные песни, народные костюмы, народные сказки. Почему не сделать кафе, например, в такой тематике, а почему обязательно Советский Союз? Вот это для меня всегда остается загадкой. Почему нельзя развесить по стенам картин, например, красивых русских девушек в традиционных костюмах, разрисовать все в русской народной тематике, какие-нибудь березки там посадить, поставить, сделать упор именно на нашем народе. В общем, будьте готовы окунуться в Советский Союз, даже если вы там не были никогда. Сделайте вы это именно в Америке. Третье. Здесь нет привычных продуктов, кафе. Для того, чтобы найти гречку или красную икру, вам нужно будет еще поискать ее где-то. Для того, чтобы найти классную селедку, вам нужно будет тоже ее очень долго искать в супермаркетах. В кафе там тоже очень странные блюда бывают. Американской традиционной кухни, там вообще всякие fish and chips, краб-кейки, то есть такое вот что-то все очень странное немножко для русского человека. Никаких котлеток с пюре, никаких супчиков, то есть все будет такое очень странное для русского человека. И более того, дорогие друзья, в американских кафе в меню нет вообще картинок. Единственное место, где я видела картинки в меню, это был Деннис. И вот это было единственное кафе, в меню которого были картинки. В других вы просто берете, открываете меню, и там все друг за дружкой так подписано, что это значит. Вы не видите вообще это блюдо. То есть, когда вам приносят, для вас это оказывается сюрпризом. То есть, никогда нельзя догадаться, что же вас ждет, если вы никогда не видели такого блюда. Поэтому иногда приходится просто залезать в Google и смотреть, как это, в принципе, выглядит. Еще, что очень интересно в Америке, то, что здесь везде в кафе подают бесплатную воду со льдом. Когда я уезжала из России, такого не было. В московских кафе, сколько я ходила, никогда никто тебе не наливает бесплатную воду со льдом. Кажется, вроде бы мелочь, но на самом деле это очень классная и приятная мелочь. Потому что когда обычно ты идешь покушать, очень часто тебя мучает жажда после какой-нибудь долгой прогулки, еще что-то, приходишь, и вот это вот, тебе дают этот волшебный стакан с водой. О, Господи, это так круто. И тех, кто не приучен пить воду со льдом, я хочу вас предостеречь, не пейте ее, когда вы приезжаете в Америку, прям сразу, потому что вы можете с непривычки просто-напросто заболеть. Еще что очень странно в Америке, то, что здесь очень мало государственных праздников, выходных. Здесь их всего, по-моему, 5 или 6 дней в году, представьте себе. Если у нас там это 1 мая, 9 мая, там Новый год, это вообще, это мы гуляем, не знаю, 2 недели почти. Здесь это новогодние каникулы, это 1 день, это 1 января, представьте себе. Все работают. И еще что странно для русского человека, что здесь не празднуют Новый год так, как мы. Мы ждем Новый год весь год. Мы готовимся, мы покупаем продукты, мы составляем список гостей, мы думаем, куда мы идем, что мы будем делать. Здесь такого нет, все, ночью все там погуляли, может быть, до 2 часов ночи, запускали там фейерверк на главной площади города, выпили шампанского, поржали, повеселились, и все. 1 января никого нет на улицах, все сидят дома, а 2 все выходят на работу. Вот как-то так. И еще, что очень странно для русского человека, то, что здесь нигде на улицах нельзя пить спиртные напитки, кроме, как вы думаете, какого города? Правильно, Лас-Вегаса. Только в Лас-Вегасе вы можете на улице спокойно пить спиртные напитки. Ну что, друзья, это были
все мною замеченные странности для русского человека в Америке. Если у вас еще есть какие-то дополнения к моему видео, пишите, пожалуйста, их внизу в комментариях, что для вас было странное в США. Пишите, мои русскоязычные подписчики. Мне будет очень интересно почитать ваши ответы. Всем отличного настроения, хорошей позитивной недели и увидимся в следующих видео. Всем пока!